Истребители подняты по тревоге сразу на нескольких направлениях. Россия вывела ядерные силы. Готов ли Путин отдать команду открыть огонь? Такого еще не было. Киев и Москва заговорили на одном языке. Надежда на скорый мир или случайное совпадение позиций? Обо всем расскажем. Кремль готовит запасной план. Глава правительства резко обратился к россиянам. Досмотрите. Серия терактов в крупнейшем городе страны, массовые аресты накануне Рождества, сотни человек под следствием и еще больше задержанных. Что произошло? Об этих и других самых главных событиях утро пятницы 26 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Рождественское утро в Польше началось не с тишины, а с перехвата над Балтикой. Это тот случай, когда расстояние до границы измеряется уже не километрами, а минутами. Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что над международными водами Балтийского моря польские истребители перехватили российский разведывательный самолет. Визуально его идентифицировали и сопроводили из района ответственности. Машина летела вблизи границ польского воздушного пространства. Почти параллельно военные отчитались о другой ночной активности. Фиксировались залеты в польское воздушное пространство объектов со стороны Беларуси. Ночью наблюдались залеты в польское воздушное пространство объектов со стороны Беларуси. После проведения детальных анализов установлено, что это, скорее всего, были контрабандные воздушные шары, перемещавшиеся в соответствии с направлением и скоростью ветра. Полет всех объектов непрерывно контролировался. Полет всех объектов, подчеркивает командование, непрерывно отслеживали радары. Для безопасности часть воздушного пространства над Подляским воеводством временно закрывали для гражданской авиации. Военные добавили, что ситуация мониторится постоянно, а силы и средства остаются в готовности, чтобы обеспечить безопасность польского неба. Ядерная опасность. ВМС уже другой страны НАТО подняты по тревоге, и тревога эта не совсем обычная. Россия вывела стратегические Ту-95МС в район Баренцева и Норвежского морей в сопровождении Су-33. И по данным издания Mirror, этот маршрут выглядел как демонстративный сигнал в сторону Северной Британии. НАТО подняло истребители для опознания и сопровождения. Об этом сообщило объединенное командование ВВС НАТО. Норвежские F-35 вылетали на перехват пары Ту-95, которых прикрывали Су-33. Минобороны РФ настаивает, что это был плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей и признает, что на отдельных этапах, цитирую, ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств. Конец цитаты. То есть смысл простой. Они летят якобы по плану, а НАТО встает по тревоге. Ядерный проект, космический проект, ракетный. Государство сконцентрировало ресурсы тогда на конкретных направлениях. Создало вот эти закрытые города, туда специалистов подобрали, создали им условия для работы. В данной ситуации и при решении данного проблемы масштаб задачи совсем другой. Искреннее удивление путинского спикера вызвали слова украинского президента. В Кремле правда не понимают, что такого они сделали украинцам и Зеленскому в частности. Напомню, президент Украины в рождественском обращении к нации пожелал Путину, мягко говоря, проститься с жизнью. Напомним. Щоб він сконав, скаже кожен про себе. Але коли звертаємось до Бога, звісно, ми просимо ширше, просимо про мир для Украины. Так вот, в Кремле посчитали это перебором, и Песков даже назвал рождественское поздравление Зеленского некультурным и озлобленным. Видели сообщение о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно, похож на малоадекватного человека. Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения в сторону урегулирования политики дипломатическими средствами. Ирония в том, что когда-то Путин сказал: мы попадем в рай, а они все сдохнут. Может, если Зеленский сказал что-то похожее, то так как-то выглядел бы нормальным в глазах Кремля. Ну а после президент Украины в разговоре со Вселенским патриархом назвал россиян варварами и безбожниками. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментарии обязательно.
Рождество у Зеленского прошло не в паузе, а в переговорах. Президент Украины сообщил, что провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Назвал разговор очень хорошим. Обсудили некоторые значительные детали работы, есть хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир – это то, что нужно всем нам в Украине, США, Европе и каждому из партнеров, кто нам помогает. Зеленский выразил надежду, что обсужденные рождественские договоренности и идеи окажутся полезными, и передал поздравления с Рождеством президенту США и всей его семье. Но в МИД РФ вдруг резко тоже увидели прогресс, хоть и не совсем такой, как хотелось бы. В переговорном процессе по украинскому урегулированию, я имею в виду в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки, наблюдается медленное, но верное продвижение вперед. Массовое задержание. Сотни людей накануне праздников попали в тюрьму после полицейского рейда. В Стамбуле сработали на опережение. Силовики пошли по адресам, будто речь уже не о подозрениях, а о таймере, который мог щелкнуть в любой момент. Прокуратура Стамбула сообщила о задержании 115 человек, которых подозревают в связях с группировкой «Исламское государство» и подготовке нападений в период Рождества и Нового года. По данным следствия, целью могли быть в первую очередь не мусульмане. Как уточняется, полиция получила информацию о планируемых атаках и провела рейды по 124 адресам. Искали 137 подозреваемых, а задержать удалось 115. Во время обысков изъяли несколько единиц огнестрельного оружия и патроны. Подробности о предполагаемых сценариях атак пока не раскрывают. Пора родину защищать. Срочно! От напасти цифровой. Готовьте запасной план сразу. В России снова заговорили о полной блокировке WhatsApp, хотя днем ранее пообещали не идти на такой шаг. Но теперь уже не намеками, а прямым текстом. Если не будет исправления тех замечаний, которые были сделаны, то WhatsApp придется закрывать. Я другого пути не вижу. Бывший российский премьер утверждает, что через WhatsApp координируются теракты и параллельно призывает активнее продвигать госмессенджер Max с интеграцией с госуслугами. Роскомнадзор уже предупреждал о возможной блокировке и по сообщениям замедлил WhatsApp на 70-80%. В самой компании это называют попыткой ограничить общение и обещают бороться за аудиторию в России, а это около 100 миллионов пользователей. У нас есть огромное количество каналов с большой аудиторией, да, можно так назвать правильных каналов, да, которые в том числе и за рубеж, и внутри нашей страны освещают правильную нашу повестку. Да, действительно, в мессенджере Max появилась возможность создавать каналы, и они растут, уверенно растут, но сказать, что все каналы из Телеграма уже переехали в Max, еще преждевременно. Поэтому давайте дождемся хотя бы этого момента. Да, вот ваш покорный слуга удалил у себя на телефоне WhatsApp и Telegram. Я полностью переехал в Max. Новогоднее настроение за минуту сменилось полицейским протоколом. Деда Мороза приняли за попрошайку. В Караганде местный житель заметил мужчину в костюме Деда Мороза, который гулял по городу с колонкой, и решил, что тот просит деньги. Он анонимно сообщил об этом в правоохранительные органы. По вызову полицейские доставили в участок и Деда Мороза, и автора жалобы для разбирательства. В итоге нарушений не нашли, поэтому отпустили домой. В департаменте полиции подтвердили факт обращения, подчеркнули, что все обошлось без штрафов и конфликтов. История разлетелась по соцсетям и стала местным новогодним мемом. Тихая катастрофа для тех, кому нельзя пропускать таблетки. В России из аптек исчезает Сераквель, один из самых популярных препаратов на основе кветиапина для терапии шизофрении, психозов и биполярного расстройства. В дозировках 25 и 10 мг его нет, в крупных сетях препарат тоже не заказать. Причина, по данным «Коммерсанта», перерыв в поставках из-за переноса производства после передачи прав на препарат от AstraZeneca немецкой компании. Прогресс может тянуться более года, и компания уже уведомляла Росздравнадзор о дефектуре. На витринах местами остаются только максимальные дозировки, что для многих пациентов вообще не выход. И важный момент: такие препараты нельзя бросать резко. Если ваш Сераквель пропал, это повод срочно связаться с врачом и подобрать замену, а не экспериментировать на себе.
Как зарядить всех на позитив? Уроки тимбилдинга и мотивации можно брать у премьер-министра Италии. На встрече с сотрудниками она утешила правительство перед праздниками. Уходящий год был тяжелым, но 26-й, по ее словам, будет еще тяжелее. Год, который мы провели, был ужасным для всех нас. Но не волнуйтесь, следующий будет намного хуже. Мелони посоветовала всем как следует отдохнуть на Рождество, потому что, цитирую, «придется продолжать отвечать на вызовы этой необычной страны». Конец цитаты. Какие именно вызовы сделают 26-й год хуже, она не уточнила. А вы пишите в комментарии. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.